Привет, вы на канале Яхта на колесах, меня зовут Антон, а мы в Германии на выставке Караван-салон Дюссельдорф 2022. Здесь представлены новинки 2023 года, ну или некоторые такие переходные модели. И у нас как раз таки такой вариант Coral XL от Adria. Inside will not abide. We're bona fide, feeling that the world has lost her wheel, and all I do is the truth. Drum alarm, all I do. Drum alarm, all I do. For you. Вес этой машины 3,5 тонны. Ну, там, до 3,5 тонн, соответственно, это у нас, конечно же, будет Б-категория. Длина автодома у нас 7 метров 39 сантиметров, высота 2,30, ширина 2,30, высота 3,09. Что еще важного сказать? Я думаю, что стоит отметить, что у нас появился в этом году в линейке Adria вообще в целом Mercedes. Говорят, что уже есть Matrix, но здесь на выставке он не представлен. Соответственно, ждем и надеемся, что появится алькованный автодом на шасси Mercedes-Benz. Поскольку он уже появился у Adria, и у Adria есть вот этот премиальный Coral, есть надежда, что в каком-то обозримом будущем они вот так вот как-то соединятся, и у нас будет снизу Mercedes, а сверху Альков. Идем внутрь. В кабину я все-таки решил заглянуть. Здесь у нас обновленный Fiat Ducato, такой мы уже встречали. Есть все кнопки на руле, все классно. Единственное, не стоит в данном случае в этой комплектации почему-то по загадочной причине нету вот этой современной мультимедиа-системы от Fiat. А она на самом деле правда классная. У нас на канале есть обзор Бюрснера на новом Fiat Ducato. Fiat правда классный, но единственное, что как раз-таки в Бюрснере в целом, до этого мы все время сталкивались, что здесь в нижней части сохранился климат-контроль, вот эти ручки. Они чуть дизайн поменяли, но в целом был все время вот, не климат-контроль, а кондиционер, просто ручки. И вот я в первый раз наконец увидел, как в новом Фиате выглядит вот эта панель именно климат-контроля с автоматическим режимом, где можно выставить температуру. Я, правда, не могу ее включить, потому что ключа здесь нет, но тем не менее. Выглядит очень изящно, мне нравится, как обновился Fiat, и кнопочки ниже, и даже благодаря тому, что эта панель уже, сейчас здесь есть вот дополнительная такая полочка образовалась. И сохранилась вот эта подставка. Правда, когда здесь большой экран, она здесь как будто бы и не нужна. Но это уже как бы так. Но в данной комплектации вам придется поставить вот прям в той, которой мы сейчас находимся на выставке, не вообще в этой модели. Сюда надо просто какую-то двухдиновую магнитолу ставить. На удивление, здесь даже коробка у нас механическая, хотя, казалось бы, уже вроде как все время автомат, но вот такой вариант, не знаю почему. Давайте перейдем все-таки к жилому пространству. Чем у нас славен Coral XL? Тем, что это алькованный автодом. Обычно альковы у нас все-таки принято такое как бы мнение, что вот в чем-то более премиальном альков и большое количество спальных мест не делается, потому что если вы про комфорт, то вы не набиваетесь в эту коробочку, вы едете спокойно вдвоем на каком-нибудь там Матриксе или обыкновенном Корале, у вас 2 спальных места и все как бы классно. А альков это вот уже больше про бюджет. И вот несколько лет назад, уже прилично, Adria такие, а давайте-ка все-таки дадим возможность людям, которые хотят у нас как бы и премиум, но и путешествовать большим количеством людей, вот машину. Так родился Coral XL, вернее перезапустился, и у нас вот есть такая алькованная версия. Столовая группа. Разворачиваются кресла, стол раздвигается, тоже увеличивается. И вот, пожалуйста, конечно же, стол в столовой группе можно опустить и здесь сделать дополнительное спальное место. Плюс у нас спальные места в алькове и кровать в задней части, до нее мы еще дойдем. Все выглядит очень стильно. Здесь у нас черные фасады с белыми фасадами аккуратно встречаются. Поверхность имитирует принт, такой искусственный камень, вернее просто камень, получается как будто искусственный камень. Плита на 3 огня газовая, есть рабочая поверхность
поверхность, ее в принципе должно хватать. Мойка закрывается. Вот это новинка, кстати, этого года. Появились вот эти дощечки, не пластиковые такие, а деревянные. Они добавляют такой экологичности и естественности. Порващенная доска, она является и такой крышкой для мойки, чтобы увеличить рабочую поверхность, ровненько ложится. И она же у нас может быть разделочной доской. Но мне было бы, конечно, жалко такую дощечку ножом. И чтобы она теряла свой товарный вид. Но это уже ваше личное дело. Есть у нас здесь вытяжка. Есть подсветка вокруг окошка, еще вот такой дизайн как бы момент. И два положения яркости у подсветки. И, конечно же, есть в столовой, забыл сказать, и в кабине у нас трековые светильники. Вообще здесь везде трековые светильники. Куда хотим, туда их все это переставляем. И там, если надо, USB-порты. Вот он, кстати говоря, здесь есть. Хотим светильнички. На кухне еще у нас вот эти вот ручки, которые мы нажимаем, и получается замок-фиксатор. А если когда открыт, такой комодик. Здесь у нас раз, два, три, 4, 5, 6 ящиков. Все они плюс-минус идентичные. Холодильник чуть дальше, тоже практически на кухне. 140 литров объем, холодильник Тедфорд, электричество, газ. От всего он работает, универсальный. Выше просто полочка, ящик. Ну и плавно подбираясь к спальне, мы видим шкаф и гардероб. Вот такое небольшое узенькое пространство, но под вещи в целом должно здесь места хватать. С правой стороны, по правому борту, у нас душ и туалет, санузел. Заходим прямо в помещение, оказываемся в туалете. Раковина на столешнице такой чашей пластиковой сделана. Все вокруг черное с белым, изящные сочетания. Раковина при этом вращается и очень легко двигается, как вам будет удобно. Туалет Tedford Selector с мылом. Везде есть полочки, ящички. Все свободные места чем-то задействованы. Ну и душевая кабина с подсветкой за накладной панелью. Она вот так у нас здесь отключается, спрятана кнопка. Ну и вот этим дизайном душа, который появился тоже в линейке 22 года. Кажется, 22-го, а может быть даже 21-го уже был этот душ и какие-то эти дизайн-моменты. Но мне как-то с прошлого года отложилось, но вот как-то так. Каких-то вопросов к душу не имею. Здесь даже есть тоже трековые светильники, а значит, может быть, USB-розетка. Можно дополнительно там бритву заряжать, что-то заряжать. Спальня закрывается вот такой шторкой и фиксируется на магнитке. Под левой кроватью, по левому борту у нас здесь гардероб. В отличие от Матрикса, у Матрикса есть такая еще кнопка, и вверх поднимается кусок кровати, и вы можете там спокойно что-то вешать. Здесь у нас попроще, чуть-чуть просто дверка. Аналогичным принципом открыли, задвинули ее и вешаем вещи. На самом деле, мне кажется, так даже практичнее. Не понимаю немножко, зачем эта подъемная штука. Это больше похоже на какой-то пустой понт, потому что из-за нее разделен матрас дополнительно, и, собственно, из-за нее, хотя здесь тоже он разделен, но как-то как будто не совсем так. Ну, в общем, вся эта вот электрическая подъемная часть, она очень долго поднимается, долго опускается, и вообще все, что электрическое, оно как будто, ну, если вдруг батарейка села, все уже там неудобно. А здесь мы просто дверку открыли, залезли, и все, проблем нет. Это уже так, это мое личное мнение. Здесь у нас еще два ящика с правой стороны, и, конечно, есть места для хранения вещей вот в этих ступеньках. Раз и два. Во второй ступеньке даже ящик, который открывается из багажника. То есть багажники открываем, а можем ступеньку открыть и получить доступ. В изголовье тоже трековые светильники, USB-розетки и все выключатели, они у нас с диммером. Если мы его держим, мы можем отрегулировать яркость освещения. Если просто коротенечко нажимаем, то он плавно включается на полную. Опять-таки, если держу, могу вот в любой момент отпустить и отрегулировать яркость освещения. В изголовье люк, по бокам окошки. Багажник просторный. Кстати говоря, вот ящик, который у нас в ступеньку уезжает под кровать. И в целом мы находимся под кроватью. Вот эта, кстати, доска у нас двигается вперед-назад. Ее можно даже отсюда подвинуть. Она увеличивает как раз кровать и делает ее, по сути, такой трехспальной. Ну, на самом деле, двухспальной. 2 на 2, короче, метра кровать у нас получается. Огромная. 200 килограмм максимальная нагрузка на багажник. И, соответственно, здесь у нас есть вот такие вот ползунки для фиксации груза. И еще небольшая ниша, полочки, розетка 220 вольт и 12 вольт. Багажник сквозной. По правому борту у нас лючок с кассетой биотуалета и дверь входная. Здесь вот такое мусорное ведро зафиксировано на двери. Оно съемное.
и устанавливается обратно. Это на самом деле достаточно важный момент, чтобы вот ведро снималось, потому что когда оно зафиксировано плотно на одном месте, пользоваться им не очень на самом деле удобно, как показывает практика. Лучше, когда его можно вытряхнуть, даже если вы используете пакетик. Дальше лючок электрификации, удобное решение. Сюда можно положить и катушку, и все, что нужно для подключения, там, переходники. Здесь же есть розетка для спутниковой тарелки для телевизора, антенны. И вот все это в один лючок так вот закрыто. Мы, допустим, все соединили, спрятали, закрыли. Никаких контактов лишних у нас, соединений нету на улице. Удобно. По левому борту у нас заливная горловина чистой воды, 115 литров бак. Альде выпускное отверстие печки. Соответственно, здесь печка у нас работает от газа, а отопление жидкостное. То есть по периметру автодома есть радиаторы. Печка такая у нас воздух не сушит. Она как бы считается более дорогой, экологичной, удобной, но подольше разогревается, но и комфортнее держит температуру. Далее газовый отсек, 2 баллона, 22 литра, вентиляционное отверстие холодильника. Ну и, конечно же, сквозная дверь, багажник у нас вот с двух сторон, как я сказал. Вот она, вторая дверь. И тут же я могу сказать про замки. Замки вот эти вот новые, очень удобные, не настолько удобные, как у нас там более премиальных, там, Матриксе там, или что в Сонике, когда мы за одну ручку открываем. Но вот эти поворотные замки нового образца мне тоже, честно говоря, нравятся. Они удобные, за исключением того, что нужно повернуть снизу и сверху дважды. Coral XL мы сегодня с вами посмотрели. Семейный алькованный автодом, находящийся при этом в таком премиум-сегменте. Вот такое интересное решение. Пишите в комментариях, как вам такой автодом, как вообще относитесь к Кораллу, к путешествиям с большим количеством людей, путешествиям с детьми на подобных автодомах. Мечтали о таком отдыхе или, может быть, уже путешествуете? Меня зовут Антон, а это канал «Яхты на колесах», и вам на него, наверное, стоит подписаться, если вас интересует эта тема, и даже поставить колокольчик, чтобы не пропускать наши выпуски из Дюссельдорфа, потому что мы здесь снимаем не только про Адрию, вообще про разных производителей, стараемся найти новинки этого года и просто какие-то интересные модели. До новых встреч, пока! For you.